Что вершит судьбу мебели в этом мире? Ранним утром солнечного дня, весенне-австралийского ноября, у меня из-под носа увели два потенциальных проекта реставрации. Раздосадованный этим фактом, возвращался домой, и вдруг это помятое жизнью кресло, словно уловив мою печаль, возникло на моем пути. Как можно заметить, кто-то, не очень понятно с какой целью, замазал вообще все, что можно было замазать, шпаклевкой, даже с обратной стороны. В том числе и отверстия для винтов, которые были раньше закрыты шляпками, которых осталось, правда, всего 2 из 8, но под ними было все шпаклевки, что, в общем-то, сомнительно. Как это обычно и бывает, больше всего проблем у меня возникла с самым последним винтом. Он никак не хотел расставаться с креслом. Соединения достаточно легко поддались мне. Нужно было их немного замочить спиртом. Я не знаю, может быть, конечно, можно замачивать еще чем-то. Я, честно, не знаю, чем можно еще их замочить, но, наверное, чем-то можно. Ни один шкант не был сломан, что удивительно. Все разобрано, теперь можно переходить к снятию старого лака. Я забыл купить металлическую вату для снятия смывки и искал, чем бы можно было ее заменить. Я как-то раньше об этом никогда не задумывался, но оказалось, что обычная губка для посуды сверху сделана из скотч-брайта. И решил, что обойдусь без ваты. Меня, в общем-то, с самого начала удивлял цвет подлокотников, потому что казалось, что он очень уж сильно выбивается из всего кресла. И он выбивался из моего представления о том, как должно выглядеть в итоге это кресло. Поэтому решил попробовать затемнить их. У меня как раз очень удачно сохранились остатки ореховой пропитки, но мне не понравилось, как сочетается покрытая часть с другими элементами кресла. В итоге я все отмыл и решил оставить как есть и сохранить первоначальный вид. Мне сложно спокойно оценивать, что сейчас происходит на экране, потому что тот день не радовал меня с самого утра. На первый взгляд кажется, что тут даже рассказывать нечего. Элементарная склейка, ничего такого. Но нет, черт побери, это был самый дурной этап во всем проекте. Я все подготовил, нанес клей, осталось просто вставить шканты в пазы и притянуть. Не знаю почему, но шканты стали не заходить на места примерно на 2-3 мм, подбивать их мне не помогло, пришлось их подрезать.
Пока я это делал в жуткой спешке и суете, клей успел принять консистенцию густой смолы, и я был вынужден срочно все это мыть и срезать клей. Вы спросите, куда ты торопишься? Почему не собрать все на сухую и не проверить? А я отвечу, ранним утром в трубу моей вытяжки упали 2 птицы. Опыт таких ситуаций у меня уже имеется. В прошлый раз я доставал птицу из трубы как ковбой. Я делал веревку с самозатягивающейся петлей и поднимал ее. Но в этот раз это не сработало. Вызывать кого бы то ни было бесполезно, потому что в прошлый раз я потратил таким образом $150. Я вызвал мастера, который специализируется именно на этом, на доставании животных из каких-то труднодоступных мест. Он мне сказал: «Сори, это слишком сложно», взял с меня деньги и уехал. Короче, этих 2 я как только не пытался достать. А время-то у меня на исходе. Чем темнее становилось, тем труднее мне было их пытаться доставать. Не хотелось их оставлять на ночь, потому что они там помереть могут. Ну а зачем мне это в вытяжке? Как я их потом доставать буду? В итоге мне пришлось разобрать пол кухни и потом еще все мыть после них. В общем, этот день и склейка у меня с самого начала не пошли. И хоть я все переклеил, результатом я все равно не очень доволен. Одно из гнезд для винта почему-то сильно шире, чем надо, поэтому я сделал туда небольшую вставку, и уже после того, как я все вклеил, я подумал, что нужно было вообще-то ее расположить так, чтобы рисунок дерева совпал, чтобы она была еще менее заметной. Я не особо люблю использовать затирку, там, где можно было бы и без нее обойтись, но тут решил, что хочется все-таки заделать шпатлевкой. Позже шпаклевку и вставки я подкрашу. У меня есть пара претензий к этому креслу касательно элегантности. Одна из них — это вот эти вот заглушки с сферическими шляпками. На мой вкус, они простят все изделие. Сначала думал сделать их квадратными, но в итоге счел удачным решением оставить заглушки круглой формы, но сделать их плоскими. Очень удачно совпал цвет ножек с цветом заглушек, которые я покрыл шелаком. Хоть сейчас это и незаметно, но потом, мне кажется, станет видно, что они очень, очень похожи. Все мою, обеспыливаю спиртом. Покрывать я буду маслом. Тут, в общем-то, и рассказывать нечего.
Прикрутил откосины, и теперь можно сказать, что весь каркас готов. Настало время разобраться с обивкой. Несмотря на то, что при работе с деревом возникает каких-то большие проблемы, ситуаций, мне это гораздо интереснее и веселее, чем обивка, в которой мне нравится только результат процесса. Плюс бесконечные скобки тоже не добавляют разнообразия в работу. Я был удивлен, когда понял, что все это натуральная кожа. Но, правда, это не помешало мне все выкинуть на помойку. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Поролон в целом в неплохом состоянии, хотя снизу его немного порезали стропы. Но я все равно хочу поставить все свежее, так что поролон тоже на помойку. Не знаю, из чего сделаны стропы, но они рассохлись и потеряли эластичность. Тоже меняем. Я раньше сказал, что мне в этом кресле не хватает элегантности, так вот я надеюсь ее добавить с помощью небольшого изменения спинки. Мне кажется, что кресло станет гораздо приятнее и визуально, и физически, если спинке добавить подушку. О. Купить листы поролона мне не позволила жадность, тем более, что их нужно было покупать два разной толщины. В итоге я купил просто двойную подушку для кресла. Одна часть подушки была как раз из 10-сантиметрового поролона, а вторая из 7. Мне это прям идеально подходило. Приклеиваю все на клей в аэрозоле. Синтепон немного толстоват. Я вообще покупал его в расчете на то, что он должен быть в 2 раза тоньше, но я в магазине не мог это проверить. Но в итоге вроде бы и так получилось хорошо. При выборе ткани я ориентировался на кресла 60-70-х годов похожего дизайна. Мне больше всего понравилось сочетание с таким благородным голубым цветом, и мне удалось найти похожую ткань лазурно-сизого оттенка. Шитье чехлов было отдано на аутсорс в гостиную. Чуть не забыл прибить шильдик. Собираем. Ставим заглушки на места и готово.
Я доволен результатом и считаю, мне удалось добавить креслу недостающей элегантности. И я бы даже сказал, что оно стало солиднее и роскошнее. Так, и что по расходам? Я потратил $150 на вот это вот. Но что меня приятно порадовало, это то, что кресло купили через 2 часа после того, как я его загрузил на Marketplace. И купили его за $400. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта реставрация, рекомендую посмотреть мой предыдущий ролик про журнальный стол. Кайф. Это прям хорошо. Но, правда, справедливости ради, я на нем не сидел, вроде бы, когда он был без спинки. То есть мне как бы не с чем сравнить. Но со спинкой хорошо стало. Единственное, что, возможно, из-за толщины спинки локти нужно, глубже ставить. То есть в этом плане было продумано. Но то, что спинка была жесткая, было не cool.